Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Знаки судьбы. Личная жизнь. Что ждет в 2025 году? Давайте узнаем подсказки карт и будем, конечно, реалистами. Личная жизнь – это, конечно, и любовь, и эмпатия, взаимопонимание, чувственность, забота друг о друге. Но это еще и вопросы дома, денег, наших достижений, наша самореализация и планы на будущее. Энергии 2025 года призывают нас привести в хороший баланс все эти направления. Мудрость, гибкость, взаимопонимание, дипломатия – это все то, что нам помогает. И верные союзники. Внешние события, какие-то новости, обстоятельства во многом нас и часто даже могут ставить либо в тупик, либо удивлять, может быть, даже и разочаровывать. Поэтому будет важно, мои дорогие близнецы, сохранить центр своего собственного благополучия или отстроить таковой, если его пока еще не имеется, и в соответствие привести с нашими желаниями и возможностями. У нас сегодня две колоды. Колода Таро, поддержки патронажа ангелов, и оракул, оракул сердца. И мы достанем, как знаки судьбы, 4 карты, но вначале на Таро. Давайте узнаем ваши энергии, как видят карты. Вот те энергии на личную жизнь, которые для вас будут преобладать в 2025 году. Общий фон этих энергий. Так будет называться первая карта. И ваше настроение где-то тоже. Что вас будет радовать, что будет помогать? Отношение партнера к вам, как он будет проявляться по отношению к вам? Будет ли новое знакомство? Что вам может помешать? И возможные сюрпризы. И на колоде оракула мы достанем 4 карты. Давайте посмотрим, что это нам торопится. Держи свое буквально внимание, сознание открытым, мои дорогие. И кто знает, это ведь мы спрашивали с вами, что важно знать. Переворачивается эта карта оракула, и она может говорить о том, что сохраняйте, в принципе, какую-то открытость миру. Но хотя у вас с этим не бывает напряженки, но карта предупреждает, что ваша вторая половинка может отличаться от того типа человека или от тех типов людей, с кем вы обычно общаетесь. Вот интересно, ну, может, у кого-то отношения на расстоянии, или когда вы думаете, ну, не так, как думает ваш партнер. Ну, правда, мы встречаемся как два разных человека. И от того, как мы научимся смотреть в одном направлении, будет зависеть счастье. Итак, что важно знать, что нужно знать, как видит оракул? Энергия любви, энергия дома, энергия денег и ваших достижений. Что же по части вашего настроения? Ох, карта эго, 15-й аркан. И, знаете, вы можете быть как самого себя, сделать заложником собственных убеждений. По сути, ведь это аркан дьявола, но в этой колоде это карта эго. В любом случае, это где-то привычки наши. Или это то, что мы считаем правильным. И хоть трава не расти. Вот иногда наши какие-то мысли, убеждения, правда, порой нам мешают, и очень здорово. Конечно, у кого-то из вас, эта карта иллюзии, может быть и такой момент, когда мы неправильно оценили внешнюю обстановку. Есть иллюзорность, но, опять же, мешает именно какой-то внутренний настрой. Поэтому ваше настроение, оно по этой карте может колебаться в течение 2025 года, может быть очень часто. И на какие-то противоположные энергии. То вы... Или, к примеру, если мы смотрим все-таки на любовь, может быть, вы сегодня согласны быть с этим человеком, а на завтра вы уже себе говорите: нет, это все нельзя, это все плохо, это для меня ничем не закончится. Понимаете, вот нет как такового баланса.
Может быть, вы мечтаете об этом балансе, и карта нам говорит о том, что тут действительно не делать чего-то чересчур, может быть, не делать каких-то резких заявлений или не поставить как материализм на первое место, мои дорогие. Вот есть такой момент. Да, эта карта, кстати, будет говорить, если мы о ваших энергиях и о вашем настроении, то тогда со знаком плюс ваше физическое самочувствие, когда физическая форма, как будто сил, терпения, ну или активности у вас будет достаточно. Но если мы говорим о деньгах, здесь вы можете и получить, кстати, крупную сумму денег. И тогда, значит, она на вас все равно будет оказывать влияние, ну, может быть, и на настроение. И я не могу сказать, что с одной стороны, вроде деньги получаем, радоваться должны. А здесь мы можем удариться в этот материализм. Все-таки ангел как будто открыл клетку, обратите внимание. И птичка может вылететь из нее. Но ей тут, понятно, все знакомо. Останусь здесь, как будто она говорит. И даже не стремится вылететь. Вот вас ничто не удерживает. Но вы можете удерживать себя каким-то, ну, своеобразным мировоззрением или взглядами на жизнь. Вы можете себе сами настроить каких-то барьеров, паттернов, табу и находиться в них, и быть уверенным, что так правильно. Поэтому, ну вот продумайте, такой тонкий нюанс переложите на свою жизнь, как это может проиграться, хотя ведь это карта страсти. У кого-то мы смотрим на личную жизнь, страстное желание быть с конкретным человеком. Что вас будет радовать? Вы сами себя где-то будете радовать. Есть какие-то задумки, есть какие-то планы. Это харизматичный лидер. На вас будут обращать внимание. Может быть, есть такой человек в вашей жизни, который тоже яркий, харизматичный. И тогда контакты с ним будут радовать. Вообще, в принципе, что вас будет радовать? По этой карте нет движений. Да, лидер есть. Но это больше, знаете, с позиции покомандовать кем-то, например, или дать какой-то совет. Это ведь лидер харизматичный. Ну, вот он своей харизматикой и делится. Но сказать, что он действует сам, нет. Может быть, мои дорогие, правда, вот я почему говорю, с учетом вот этой птички в клетке, вы сами перед собой можете поставить какие-то ограничения и думать, что меня это радует. И моя позиция совершенно правильная. И тем самым создаете для себя вот такую зависимость от того, что как-то мировоззрение не меняете. Вообще это вам совершенно не свойственно. Но, может быть, части из вас вот подумать, какую-то свою концепцию пересмотреть. Может быть, это буквально, когда вы один или одна. Вот, кстати, тогда выйти из одиночества. И, может быть, даже это то одиночество, когда много общения в социуме, когда вы и являетесь сами этим харизматичным лидером, но приходя домой, в свои стены, вы не ощущаете поддержки или любящего взгляда, у вас нет того человека, кто готов вас воспринимать таким, какой вы есть или какая вы есть. У вас нет того, кто готов о вас заботиться, дарить вам ласку, внимание какое-то более такое не расчетливое, а вот именно от души, которая идет. Подумайте, такой тонкий нюанс. Отношение партнера к вам. Вообще, по девятке Земли это полное удовольствие от жизни, или, можно сказать, конечно, тут присутствует элемент денег, потому что как бы достаток по этой карте идет, но это жизнь, по сути, люкс, или когда у нас все имеется, но, может быть, и партнер к вам относится все же по девятке, тут двояко будет, я должна это сказать. Для кого-то может проиграться, может быть, даже и не двояко, может быть, и в 3 варианта. И опять же, вы переложите на свою жизнь. Для кого-то из вас, мои дорогие, это, конечно, я не могу этого исключать. Есть человек, который заинтересован в вас как в персоне, который умеет зарабатывать деньги.
как персоне надежной, которая имеет, опять же, стабильный финансовый, может быть, доход, или, может быть, вас объединяют вместе, как бы вы работаете, трудитесь, и для человека будет тоже важен, может быть, и человек сам по себе вот такой вот, как бы состоятельный, и он не хочет, или, по крайней мере, он рассматривает только те контакты, когда люди или его избранники, избранницы, они тоже из себя что-то представляют или имеют буквально какой-то капитал или, ну, немалую степень дохода. Может быть, сам по себе человек, это второй вариант, когда он занят личным делом, личным бизнесом, он себя развивает, он практически делает деньги, и у него на первом месте работа. Вот тогда мы ведь спросили отношение к вам, поэтому к вам он будет прекрасно относиться, но личную жизнь он не поставит на первое место, он будет стараться как минимум совместить одно и второе. И третий вариант, это вы сами когда можете сказать: я вообще ничего не хочу. Меня вот вообще все устраивает. И как бы нет никого, у нас ведь на карте никого нет. Часто, пусть не в этой колоде, это называю картой эгоиста. И мы можем подумать, а зачем? Поэтому перекладывайте на себя. Но если все же мы говорим партнер, то здесь может быть тот партнер, который надежный для вас. Да, нельзя сказать, что это человек, который, ну, бессеребренник буквально. Или он, даже если у него и нет денег на данный период времени, поверьте, он захочет работать. Или он захочет, ну, как-то состояться, самовыразиться, или совершить какую-то свою миссию в этой жизни. Для него это будет тоже важно. Быть самодостаточным человеком – это не только деньги, но, может быть, у него большие планы. И тогда придется где-то договариваться, корректировать или вам быть тоже гибче. С одной стороны, прекрасная тема, есть вроде бы деньги, да, но нам сказали, не поставь материализм на первый план. Тут может быть и такой момент, когда и вы соглашаетесь на тот контакт, когда у человека есть деньги. Но вот материальная составляющая, она будет иметь какую-то очень или играть важную роль. Будет ли новое знакомство? Карта любящего человека, да. Здесь есть возможность познакомиться. Я могу сказать, что даже, к примеру, ведь карта может говорить о том, что если девятка где-то земли, ну, больше говорит о том, что мы где-то чувствуем себя вальяжно даже. Или когда у нас все под контролем. Но кто знает, может быть, и у вашего партнера получится совместить и вот эти нежные эмоции, или сострадание, соучастие, сочувствие, эмпатию, доброту по отношению к вам и финансовый успех. Вот меня смотрят разные люди, поэтому перекладывайте на себя. Но если мы спросили, будет ли новое знакомство, оно будет в виде эмоций. Причем эмоции будут искренне. Но карта нам не говорит о финансах. А у вас 15-й аркан. Вам, может быть, мои дорогие, у вас большие требования к партнеру. И неважно, кто меня смотрит, мужчина или девочки. Поэтому насколько вы готовы продолжить отношения или какого вы хотите видеть избранника, если вы сейчас один или одна. Насколько вы готовы углубиться в эти отношения или вот эти рамки возможностей. Вы ведь тоже можете установить сами. И что вас будет радовать? Карта харизматичного лидера, я то, что говорила, вас может радовать даже где-то, что вам никто, ну, как будто на вас не давит своим авторитетом. У вас свой собственный авторитет, вот правда. То есть есть такой момент, ведь мы можем хотеть или даже где-то горевать, почему в моей жизни нет партнера. А вам нужно какой-то баланс между материализмом и чувствами. Или в себе его найти, или привести как раз, ну, расставив все по местам, что же для вас на первом месте. Давайте узнаем. Что вам может помешать? Ну, вообще прекрасный аркан, сказать, что вам что-то может помешать, я не могу.
Хотя для кого-то может так выглядеть иерофант, для кого-то отчасти может помешать, ну, скажем так, разный менталитет, разная религия, разные взгляды на то, что принято и не принято. Когда не стыкуются ваши понимания о традициях и то, что думает партнер. Может помешать, кстати, хотя идет как мудрый советник. Так называется эта карта. Но могут помешать и советы со стороны, мои дорогие. Все же мы, что вам может помешать, рассматриваем. Поэтому важное решение вы должны принимать сами. А насколько вы готовы, в очередной раз повторяюсь, расширять, продолжать ваши отношения, или какую планку в возможном развитии отношений вы ставите, зависит от вас самих. Или насколько вы готовы, если вы сейчас один или одна, вообще открыться миру или новым знакомствам. Или вы просто сидите, ждете. Может быть и так. Здесь можно и расценивать эту карту, как вам что мешает, да. Когда мы углубляемся в какие-то, ну, может быть, и знания. Ну, знания, это, понятно, сила, это все очень замечательно, но может быть какая-то ваша занятость. Или иногда по карте Иерофант или Мудрый советник, это ваше положение такое, может быть, и в обществе, когда вам приходится много работать. Ну, где-то я могу допустить с 15-м старшим арканом. Или для кого-то из вас, что может помешать. Когда партнер, мои дорогие, будет ждать большего от вас, к примеру, по этой карте мы оформляем отношения, венчание, бракосочетание, а вы не будете к этому готовы. И это тогда может помешать. Тут некоторые моменты лучше решать на берегу, потому что или, может быть, проговорить с вашим партнером, насколько, вы еще раз повторяю, вы глубоко готовы продолжать или углубиться в эти отношения, или как вы их представляете. Тут ведь разница во взглядах тоже может быть. Вас могут устраивать отношения, просто отношения. А вот, к примеру, если новый знакомый выпадает, то вполне вероятно, что человек, это любящего человека карта, но он будет ожидать, что вы как-то проявитесь или возьмете и за него ответственность больше. Или пусть это будет касаться даже того человека, с которым вы сейчас в паре, но вот это будете решать вы сами. У вас два таких серьезных старших аркана, мои дорогие. И это всегда внешние какие-то события. Или наши взгляды, допустим, на жизнь. Или традиции, менталитет, или то, что принято в вашем обществе, где вы проживаете. А как вы разрулите эту обстановку, или что вы поставите на первое место, а что на второе, здесь у каждого по-разному. Давайте возможные сюрпризы. Но у вас сильная позиция, еще один старший аркан. Конечно, это вы можете организовать свою жизнь по-новому. По этой карте вы можете даже и совершить переезды. По этой карте вы можете подписать важные документы. Вы можете привести в баланс вообще вашу собственную жизнь. Именно так, как вы хотите. Вот где-то это эго будет проигрываться. Да, вы достигаете того, чего хотите, мои дорогие близнецы. Но это ни разу все не о любви, как ни странно. Это лидерство, это структура, это какой-то порядок. Может быть, какие-то сюрпризы вот по части оформления отношений. Здесь будут какие-то у вас обсуждения. Вы видите так, а человек видит как-то по-другому. Может быть, по части согласования каких-то важных документов. Но это ваша сильная позиция. Одним словом, решать только вам. Как вы захотите, куда вы корабль личной жизни будете нацелены направлять, то в конечном итоге качество жизни вы получаете. Давайте посмотрим, что нам говорят карты Оракула. И если мы говорим с вами о личной жизни, и что важно знать. И вот очень интересно выпадает карта, которая прямо так в заголовке называется «Деньги и работа». В настоящее время финансовые вопросы являются важным фактором вашей личной жизни. Конечно, у кого-то это могут быть на самом деле вопросы, связанные с переездом. Или вы хотите
улучшить свои жилищные условия. Или вы хотите воплотить в жизнь какой-то свой грандиозный замысел. Или вы заняться хотите личным делом, личным бизнесом, вы что-то изучаете. Или какая-то занятость у вас, она будет влиять. Но для кого-то конкретно деньги на первом месте. Вот и работа, мои дорогие, что важно знать. Но, наверное, все-таки на первое место. Мы уже с вами об этом много говорили, я не повторяюсь. Просто карты Оракула еще раз говорят, что ты делаешь выбор. Либо личная жизнь, либо деньги и работа. Энергия любви. Вы знаете, для вас энергия любви, тем не менее, более чем приятная. Более чем, я бы даже сказала, карта немножко акцент делает на тех отношениях или на тех людях, которых вы уже как будто знаете. И в течение, вот кто смотрит мои видео, 24-й год еще, наверное, осенняя ретроградность, и где-то с заходом на 25-й год, особенно январь, к нам могут возвращаться люди как будто из прошлого. Или, может быть, была какая-то прежде дружба, а теперь ее есть возможность перевести на новый уровень. Может быть, вы уже друг друга достаточно хорошо успели изучить. И карта говорит, что ты уже встретил как будто своего партнера по судьбе в личной жизни. Вот таковы энергии любви. Я же могу предположить, что, правда, либо уже состоялось это знакомство, либо вы где-то в 25-м году, ну, может быть, и встретите его в самом начале. Вот я делаю в декабре это видео, смотря, когда вы будете смотреть. Может быть, где-то в начале года, январь-февраль, или даже в декабре у вас произойдет новое знакомство. Но все же карта нам говорит про энергиях любви, как будто есть тот человек, которого вы знали. Ну, может быть, это и даже не была прежде какая-то любовная история, а просто было знакомство. И оно вполне вероятно может развиваться. Давайте узнаем энергия дома. Следующая карта. И нам снова, как ни странно, говорят карты о том человеке, которого мы уже знали. Человек из прошлого возвращается в вашу жизнь. И значит, для энергии дома, как примирение. Ну, может быть, карта говорит, если мы в целом о доме. Ваши домочадцы, ваши близкие, ваши дети, ваша семья. Здесь можно достичь какого-то абсолютного баланса, примириться. Может быть, даже разные взгляды как-то, как закрыв гештальт, тоже согласовать, понимая, что да, мы все разные, но что сделаешь, когда нас сводит судьба, и есть у нас и тяга к друг другу, есть что-то, ну вот даже, может быть, незримое такое в нас и очень важное, что нас объединяет, по крайней мере, даже если были какие-то разногласия, очень карта позитивная и говорит о том, что мы и примириться можем, и какую-то прежнюю историю продолжить. И на основе этого как раз энергия дома только будет улучшаться. Давайте узнаем энергию денег и ваших достижений. Ну, наверное, ваши достижения не на последнем месте, потому что выпадает карта страсти. Тут может быть страсть вот к работе, например, или к деньгам. Но, безусловно, мы прочитаем эту карту как и к личной жизни. Так вот, это позвольте вашему сердцу и душе петь от радости. И вот, видимо, по части денег и ваших достижений душа-то, мои дорогие, и будет петь от радости. Но первая карта и последняя. И если я сказала, вот карта страсти, и вот, кстати, это тут тоже карта именно о страстной любви, мои дорогие. Здесь по этой карте больше физиология, и по 15-му аркану тоже. Это словно как альфа и омега. Удивительный для вас расклад, мои дорогие близнецы. Вам чего-то нужно не упустить, своего счастья в личной жизни, это точно. Потому что здесь, я вижу, можно все сбалансировать. И личную жизнь, и страстную любовь, и деньги, и работу, и теплый уютный дом. Да все, что хотите. И еще какие-то согласования. Просто правильно сделать выбор. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.